Okay, we're going to start with today's agenda. Начнем с повестки дня. Of course, now I can't read it because it's in Russian. Кэрол не может теперь читать, потому что как бы все переведено. But I have my English right here. Однако хитрая Кэрол записала все эти фразы на английском. The first thing that we will usually do is comment on what you have posted on the internet. Сначала, как правило, мы занимаемся тем, что обсуждаем то, что вы выложили на портал. But since Sergey and Elena aren't here, not today. Но так как Сергея и Елены все еще нет, то не сегодня. The next thing we're going to do is talk about what the focus is for today. What we want you to pay attention to. Далее мы затронем основную тему сегодняшнюю, то, чем вы будете сегодня заниматься. Then I plan to introduce two new components and strategies. Кэрол планирует ввести два новых инструмента и стратегии. And we'll use one immediately. Одну используем сразу. And then we'll go into the usual presentation. Today it will be on collaborative grouping. И сегодня у вас будет презентация, касающаяся группового сотрудничества. And then perhaps your favorite part, the break. Возможно, ваше любимое во всем этом деле перерыв. And then after, in the cafeteria, we're going to do several measurement activities. Ну и в столовой мы с вами займемся измерительными работами. And at the end of the day, we will give you a question to reflect upon and respond to. Ну и в конце дня вы получите вопрос, на который очень хотелось бы услышать ответ. So the focus for today is on collaborative grouping. Ну и так, сегодняшняя основная тема – это групповое сотрудничество. What we want you to do is think about how working with groups or students in collaborative groups is important. Что Кэрол от вас хочет, это чтобы вы задумались, почему так важно работать в группах. How it's important to the activities that you do today and have done on the first 3 days. Почему это так тесно связано с деятельностью, которой вы будете заниматься сегодня и с тем, чем вы занимались раньше. At the end of today's class, you will get a question to reflect upon. Ну, собственно, в конце дня вам дадут вопрос, касающийся этой темы, на которую вы должны будете дать ответ. To discuss with your group. Собственно, все это дело нужно будет обсудить в своей группе. And then we will ask you to post your response. И все это дело нужно будет закинуть в онлайн. These are the components and strategies that we have done so far. Это все те стратегии и инструменты, которыми мы пользовались до сих пор. Ну, вы можете прочитать, но давайте все-таки озвучим. Учебный календарь, список ответственности, карта понятия, коробка изобретателя, классификация, рабочее определение, роли учащихся, календарь планирования, изобретательство, центры активности, афоризмы, песни и стихи, дискуссии, участие родителей. Wow. Just a couple pictures to help you remember. Парочка картинок, чтобы вы вспомнили, что к чему. The learning calendar. Учебный календарь. Our favorite inventor's box. Наша любимая коробка изобретателя. Responsibility chart. Список ответственностей. Concept maps. Карты понятий. Our classification things. Наши модные классификации. Working definitions. Рабочее определение. Category, form, function. Категория, форма, функция. Remember those, we're going to need them. Запомните, они нам потребуются. We do collect all of these from the children and put them together in what we call their working dictionary. Все эти вещи они собирают с детей и записывают в некую тетрадку под названием «Рабочий словарь». For older students, we put them on the computer.
А для тех, кто постарше, все это дело идет на компьютер. or a tablet. Ну или на планшет. And now two more. Теперь две новых. The first is the Wonder and Discover book. Первая — это книга чудес и открытий. Тайн и открытий, как подсказывает мне Сергей. Guess who just arrived? Который только что, собственно, да, прибыл. Okay, this is a wonderful strategy for teachers. Это крайне чудесная стратегия для учителя. What it is a place to record questions that children ask. Это место для записи тех самых вопросов, которые задают вам дети, сложных вопросов. We only put good questions in this place. Они записывают туда только, скажем так, качественные вопросы. However, the questions don't have to just be about science. Однако же вопросы не должны касаться только науки. It can be about what we're studying or something else entirely. Это может просто быть вопросы о том, что они изучают, или вообще о чем угодно. It also provides a way to honor Также это good questions that come up at what teachers would say is the wrong time. Ну, довольно сложный такой оборот. А в принципе, это ведь не только способ для того, чтобы содержательную вещь зафиксировать, но и для того, чтобы, да, действительно, чтобы ученик как бы вот, ну, с гордостью отнесся, вот его вопрос записали в общеклассную книгу «Тайны открытий». Это для него, как, так сказать, своего рода высокая оценка, как выделение вот того вопроса, который он задал. An example. Например, In my class, we were studying about the moon. в классе Кэрол дети изучали Луну. This was my grade 1 class. Это был первый класс. And all of a sudden, little Sasha said, "Do bugs have teeth?" И внезапно Саша сказал, есть ли у жуков зубы? What does that have to do with the moon, I think? Как это вообще связано с Луной, подумала Кэрол, да и не только она, видимо. Nothing that I can know. Абсолютно никак, насколько известно Кэрол. But what a wonderful question. Однако, какой замечательный вопрос. So I said, Sasha, we'll put it in the Wonder and Discover book. Кэрол сказала, Саша, этот вопрос идет в книгу чудес и открытий. And we will investigate that question later. Мы займемся исследованием этого вопроса позже. It's also a good technique for when a child asks you a question and you don't know the answer. Также это замечательно работает в том случае, если ребенок спрашивает у вас какой-то вопрос, на который вы не знаете ответа. Oh, great question, Sergey. We'll put it in the Wonder and Discover book. Отличный вопрос, Сергей. Запиши-ка его в книгу чудес и открытий. And that night you can go home and Google it. А ночью можно прийти домой и загуглить. Okay. The book can be, with the younger children, it's usually a big book. Ну, собственно, форм-фактор книжки, если у вас младшие классы, то, как правило, книжка довольно-таки огромная. One question to a page. Вопрос на страницу. And then there can be lots of space for drawings and student ideas. Ну и, собственно, у вас остается достаточно много места на всякого рода рисунки, идеи других учеников, и вот это вот все. I wish I had time to share with you some of the ideas about bugs having teeth.
Кэрол, хотелось бы, чтобы у нее было время поделиться с вами информацией о том, есть ли у жуков зубы. Зубы, господи. Perhaps another time. Возможно, в другой раз. Why do we do this? Зачем нам все это? Children come to us, and they are full of questions and curiosity about their world. Дети приходят нам полные вопросов и любопытства о нашем замечательном с вами окружающем мире. But by the time they get to grade 4 or grade 5, they stop asking. Вот когда они добираются класса до 4-го, до 5-го, они внезапно перестают задавать вопросы. In an inquiry classroom, we want to preserve that wonderful curiosity. Вот, собственно, в классе, который использует методику исследовательского подхода, мы хотим сохранить эту самую любопытство и любознательность. And this is one of the places, or one of the ways that we do that. Ну, это, собственно, один из способов, которым мы этого добиваемся. When a child asks a question, do you suppose I give them the answer? Когда ребенок задает вам вопрос, вы обязаны на него отвечать? Yet, my response is a question to them. Кэрол отвечает вопросом на вопрос. What do you think? Что ты думаешь по этому поводу? And they tell me what they're thinking about bugs and teeth. Ну и, собственно, они рассказывают Кэрол, что они думают о жуках и зубах. And then I say, well, how could you find out if bugs have teeth? Ну и потом Кэрол спрашивает, собственно, откуда ты мог узнать, есть ли у жуков зубы? And we talk about ways we could find out. Ну и мы обсуждаем способы, как это все можно узнать. Sometimes the whole class investigates. Sometimes just the child investigates. This is an introduction to research. Иногда исследования проходят, скажем так, целым классом, иногда это индивидуальные исследования, но это вот является неким таким входным билетом в мир исследований. And sometimes we tell them, why don't you ask the professor? А иногда мы просто говорим, а почему бы тебе учителя-то не спросить? Or, in this case, the entomologist. Ну или, например, в этом случае того человека, который занимается этой проблемой. Здесь в зале такая великолепная акустика, что, уважаемые, я прошу вас прекратить нелюбезный шум разговора, который здесь слышен намного лучше, чем у вас. And then, don't ever forget to ask them, what did you learn? Ну и, собственно, стоит не забыть задать им вопрос, чему вы научились. Do bugs have teeth? Есть ли у жуков зубы? Well, probably for a young child, it's not appropriate to go out and catch a bug. Наверное, для маленького ребенка не очень подходит идея пойти на улицу и поймать жука. Pry open its mouth Порвать ему рот and stick it under a microscope. и засунуть его под микроскоп. They really don't know what they're looking at when they look through a microscope yet. Пока что они понятия не имеют, на что они смотрят, когда смотрят в микроскоп. But you know, my friend Zachary was very, very close. Но, однако же, ее подруга Закери была очень и очень и очень близка. He said, maybe bugs have sharp lips. Поправочка, Закери был мужчиной, но неважно. Закери предположил, что, возможно, у жуков есть острые губы Instead of teeth. вместо зубов. You know, he was very, very close. И Закери был очень близок. Pretty amazing for a 6-year-old. Довольно-таки удивительно для 6-летнего.
Okay. We are going to ask you, if you have any questions, to find a place in your notebook or on your tablet to write them. Собственно, спросим, давайте-ка, если у вас какие-либо вопросы. Sometimes I have a good idea too. Да, это задание скорее для меня, но и для вас в том числе. Значит, поскольку она говорит, ну вот если у вас вопросы есть, то вы их, пожалуйста, уже зафиксируйте, пожалуйста. А я сразу так понимаю, да, у нас есть информационная среда, ну попали ребята. Значит, будет вам новое задание. Ой, какая буря восторга. Смотрите на реакцию Кэрол. Внимание. И переводит. So sorry. But maybe we could make a place on the internet where you could post your questions and maybe we will have some discussion. Кэрол предлагает сделать какую-либо страничку или отвести какое-то место в этом несчастном портале, чтобы вы задавали свои вопросы и... Там же есть форум. Всегда опоздала. Сергей Александрович уже вам это обещал. Ну, в общем, вот так вот. Don't you ever have a question and then you don't have time to think about it now and you want to think about it later? Попадали ли вы в такую ситуацию, когда у вас есть какой-либо интересный вопрос, но вот сейчас решить его или узнаете какую-то инфу, по нему времени нет, и вы откладываете его на потом и забываете? When you get to be my age, you have to write everything down. Кэрол говорит, когда вы дорастете до ее возраста, то вам придется записывать все подряд. Not fun. Не весело. These three questions that we talked about, we're going to talk about a lot later in the week. Вот эти самые три вопроса, которые мы с вами обсудили, мы будем их более подробно обсуждать на протяжении этой недели. Whoo, look at this one. Страшные вещи. It's very important that children make connections between what they are learning in school and the rest of the world. Очень важно, чтобы дети проводили связи между тем, что они изучают в школе, и окружающим миром. Here's my favorite word. Why are we doing this stuff in school? Любимая фраза Кэрол: зачем мы занимаемся всем этим в школе? In an inquiry classroom, if the children don't know, there's something wrong. В классе, который использует ту самую методику исследовательского подхода, дети не знают. Смысл в том, что вот в Дэше, в этом курсе, если ребенок находится в такой ситуации, что ему непонятно, зачем он изучает сегодня вот это, а завтра вот то это значит, учитель сделал что-то не так. Это обязательно должно быть обсуждено в классе. Потому что эти связи, ну, грубо говоря, вопрос, а зачем это все? Дети это говорят на своем сленге, конечно, да? Он там существенный, поскольку если мы не хотим потерять мотивацию учащихся, чтобы они хотели учиться, то ответ на вопрос, а зачем я сейчас это делаю, он является ключевым. Я вот второй раз должен акцентировать ваше внимание на теории деятельности, которую я тут разрекламировал, нашей, так сказать, отечественной, да, уже в самом начале, на прошлой неделе. Для нее важнейшим опорным пунктом, с чего
начинается, значит, всякая деятельность, является мотивация. Вот. И если этой мотивации нет, то на самом деле все остальное, оно, так сказать, как бы мимо. И образовательный эффект, он низкий. Ну, то есть собачек всех тренируют, но вам же людей учить. Вот если они в своей жизни будут, так сказать, как бы смыслы какие-то, и понимать, зачем им это, и главное, если они будут в этом видеть смысл и стараться не быть собачками, которых тренируют, вот, и это, конечно, будет иметь большое значение. Но, как я выяснил, Кэрол имела в виду нечто другое в связи с этим. Вот. Мне просто это показалось важным. Ответ на вопрос «Зачем?». I'm getting there, Sergey. Next slide. Кэрол на пути к этому страшному вопросу, но это все далее. He just knows too much. Сергей просто знает слишком много. This is a good thing. Это хорошо. I meant to have Andre translate this slide for you. I will get it done before we post it. В общем, я переводил некие слайды, а вот это почему-то Кэрол забыла, но неважно, дальше все будет хорошо. Спасибо. So we'll do it right now because it's going to be important to you in a minute. And then we will make sure that it is properly translated on the internet. Ну и, собственно, начинаем тут же переводить, потому что так надо, ну и потом все это дело появится в интернете уже в человеческом виде. There are some very important questions that help our students to make connections. Есть несколько очень важных вопросов, которые помогают нашим ученикам строить какие-то связи. The first question is usually the last question. Первый вопрос, как правило, последний вопрос. I put it first because it's the most important question. Кэрол, в общем, я понял идею. Кэрол поставил этот последний вопрос в начало, потому что он самый главный. It says, why is this concept, idea, skill important for you to know or learn? Вопрос звучит так. Почему эта идея, концепция, что угодно, вставьте нужное, вы поняли идею, важна для вас? We start off by asking, who else needs to know about this concept or skill? Далее происходит, кому еще следует знать о вот этом вот самом «вставьте нужное». Where else could you use this information or this skill in school besides in science class? Где, кроме как в классе, например, физики или математики, можно применить этот навык или эту информацию, или это «вставьте нужное» в школе? Could this skill or concept be used at home? Возможно, это можно использовать дома. Could it be used in the community? Или, может быть, даже в обществе. I think you need a little practice. Oh, wait, one last thought. One last. Кэрол думает, что вам нужно попрактиковаться, однако же сначала последний слайдик. Sometimes we write these on concept maps, these connections. Иногда эти связи мы прописываем в карте понятий. Sometimes we have a special book for them. Иногда у нас для этого есть специальная книжка. Sometimes we might have a special place in the student notebook. Иногда для этого мы отводим специальное место в тетради ученика. When we ask you to do this, guess what? You'll have to post it. Ну, а, собственно, в вашем случае вам придется все это постить в онлайн. So now it is your turn. Ваша очередь. Oh, yes. Toe.
The first question is, why do we need to know about classification? Ну так, сегодняшнее наше «вставьте нужно» — это слово «классификация», и первый наш вопрос — что важно знать о классификации? The second question, who else besides you needs to know about classification? А по аналогии второй вопрос — кому еще следует знать о классификации? Does the man or the lady at the grocery store need to know anything about classification? А, возможно, работнику продуктового стоит знать что-либо о классификации. Oh. What if there was no classification and you went to the grocery store? А что было бы, если вы пошли в какой-нибудь супермаркет, а там не было бы вообще никакого порядка? The milk would be here and maybe there, and the meat might be here, some of it, and some would be over there, and some of the vegetables would be over here, and others would, they would be everywhere. Молоко здесь, там и тут, мясо здесь, раскидано там, все это дело прикрыто овощами. Короче, все очень плохо. So I think maybe there's other places that classification is used besides in the cafeteria here. Ну, пожалуй, есть какие-то еще места, в которых классификацию используют, помимо нашей с вами замечательной столовой. Is there any classification in the cafeteria besides what we did? Есть ли какая-то классификация в столовой, кроме той, которую мы делали? When you go through the line? Когда вы стоите в очереди, например. Да. Okay. You can read. В общем, прочитайте там, например. All right now. Okay? Right this minute, I want you to think and reflect about this. И вот прямо вот сейчас вам нужно подумать, собственно, и прийти к какому-то выводу. Вот об этом всем деле. Поговорите со своими напарниками, Talk to your neighbors a little bit, с соседями. and then write a response to these questions. Ну и, собственно, напишите некий ответ на данную проблему. And please post them. Ну и, собственно, под конец всего этого дела, вечером или как раз можете, закиньте все это дело в онлайн. А на какую проблему? А почему, собственно, вот все вопросики написаны на доске, что вообще с классификацией, зачем она нужна, кому еще она нужна, где мы ее используем вообще? Bad battery. Okay, do it now. We will give you 3 minutes. У вас 3 минуты на все про все. Вот прям, да, непосредственно сейчас. Нет, вы должны сейчас ответить на эти 3 вопроса на листочке бумаги. Вечером как раз-таки, собственно, выложить в интернет. We have some new components and strategies added to our list. Собственно, внезапно у нас новые инструменты и стратегии добавлены в наш замечательный чудо-курс. Ну, в общем, пока что мы не будем вас особо там куда-то гнать, поэтому займитесь пока что вопросом.
Okay, are you ready to listen? Well, you'll have to finish later. А вот если не готовы, то, как говорится, ваши проблемы закончите потом. Here we go. Понеслась. Okay, there may be no talking, Ну, как други, тишина. not to each other. Yep. Yep. Okay. Turkish troglodyte. Турецкий троглодит. On your own. No cell phones. No friends. Nobody but you, yourself. Итак, без помощи ваших товарищей, телефонов, планшетов и прочих коммуникативных устройств. Write down all your ideas about Turkish troglodytes. Напишите все свои идеи о турецких троглодитах. No talking. Come on, hurry up. Без обсуждений. Think. В общем, What is it? это такие маленькие такие пацаны, значит, бегают, жрут все подряд. No Google. Короче, вот в этом-то идея, понимаешь, у тебя нет никакой инфы, взять ее нет куда, а писать-то как бы придется свои идеи. I should have perfect silence for the next 10 seconds. Следующие 10 секунд, пожалуйста, прям, не знаю, минута молчания, например. В таком ключе давайте работать. Ну, хоть тишину устроили. Okay. Успех. Now you can talk to somebody, but still no cell phones. Вот теперь турецких троглодитов можно, собственно, и обсудить, однако же в телефон все еще нельзя. No Wikipedia. Википедия тоже для слабых. No Google. Google аналогичная. You and your friends decide what Turkish troglodytes might be. В общем, без друзей. I see iPads being used. Так, айпады для слабых. I see phones being used. Телефоны тоже для них. Ну, слушайте, это как упражнение. Значит, пробуем, побеседовав друг с другом, выяснить истину. Вы же не знаете, что будет дальше. Ну уж точно не будет наказания никакого, да? Пробуйте с соседом добраться до ответа на вопрос, что это означает странное сочетание слов турецкий троглодит. Okay, we're done. В общем-то, на этом время вышло. The point of this little exercise was, if you work with somebody else, you might get a few more ideas than if you work only by yourself. Ну и, собственно, вся цель этого большого перформанса заключалась в том, что чтобы дать вам понять, что если вы работаете в группе, то, как правило, идей прибавляется, нежели чем если бы вы работали один. For those of you that didn't cheat, you can check it out on Google. Для всех тех, кто был честным, вперед в Google. Or if you like Wikipedia, I don't Ну know. или Википедия, но я бы не ставил ставки, что там есть про турецких троглодитов. But I'm so sorry. Кэрол, крайне жаль, что Википедия не затронула такой животрепещущий вопрос. You might need an old-fashioned dictionary. Возможно, все, старые словари. У кого есть ответ на этот вопрос? В аудитории. Я думаю, что это турецкие дети. Это
Это кто? Те, кто все едят. Oh, not a bad idea. All right, yes. Это те, кто едят все подряд. Моя идея, да? Ну, это русские на all-inclusive, все правильно, все едят. Еще варианты. Кто-то живет в пещере. Подождите, руку поднимайте, чтобы можно было дать услышать еще. У нас есть пока 3 варианта, да, про жуков, про детей, про тех, кто едят все подряд, про вредителей еще было. Еще есть еще 4-й вариант. Стоп, громче. Кто? Троглодит, живущий в пещере. Yeah, they've cheated. They've looked it up. Вы нечестные, короче. Вообще нечестные. But those probably weren't your ideas. Кэрол сомневается в подлинности вашей идеи, скажем так. А с пещеры мы уже нашли, загуглили. Не, ну так об этом и речь, гуглить, да, слабо. Ну, Google бы нам разрешили. Не, ну а до этого-то какие? А до этого у нас не было. Сказали, что те, кто много едят. Да нет ответа, в этом идея. Well, congratulations. Now you know a piece of worthless information. Собственно, поздравления, теперь вы знаете немножечко бесполезной абсолютно для вас информации. Even Sergey didn't know. Даже Сергей не знал о турецких троглодитах. And I left it in English on purpose. Ну и, собственно, Кэрол оставил это на английском с целью. Makes it harder. Не знаю. Grouping. That's what we're going to talk about today. Объединение в группы, я предположу, потому что если я скажу группинг, это будет как-то очень грубо. В общем, мы сейчас будем говорить про групповую работу в классе. Вот, собственно, как это будет работать, да? Do you have groupies in Moscow? No? Okay, good. That's a good thing. Кэрол очень рада, что в Москве никто не работает в группах. Let's start with a В video группировке, ну или еще такое. of a wonderful example of young children working in groups. Вот вам, пожалуйста, замечательный пример того, как дети работают в группах.
You'll see Lena and Vera this afternoon. You might tell them what a great job they did. Собственно, вы можете застать тех самых преподавателей, которые увидели на видео, и сказать, какие они молодцы. Sadly, I don't think we can build houses with 250 students. Кэрол думает, что не получится построить дом 250 человек. But it's a wonderful activity with 25 or 30. Однако же для 25-30 это то, что нужно вообще. So, why do we work in groups or have children work in groups? Ну и теперь, собственно, зачем мы заставляем детей работать в группах? First of all, children learn more from each other than they ever will learn from the teacher. Ну, для начала дети узнают друг от друга значительно больше, чем они узнают от учителя. That's hard for a teacher to accept, but that's the way it is. А учителю довольно трудно это принять, эту идею, однако так оно, собственно, и происходит. I suspect that you are learning more from each other than you'll ever learn from me. Кэрол считает, что друг от друга вы узнаете намного больше информации, чем когда-либо узнаете от нее. Okay, the second reason is to develop young children's group skills, social skills. Ну, вторая причина это для развития социальных умений детей, работать в группе, собственно, хотя бы. There are very few places where you do not have to work with other people. На Земле довольно мало мест, в которых вам не придется работать с другими людьми. Maybe those Turkish troglodytes, Ну, разве что турецкие троглодиты. but even they have to work together for some things. Но даже им приходится сотрудничать между собой для достижения неких им ведомых целей. And lastly, children, when they work in a group, generally feel better about themselves. Ну и напоследок, как правило, работая в группе, дети чувствуют себя более важными, их повышается самооценка у них и вообще. You'll see why this might be as we go along. Кэрол говорит, что вы узнаете, почему так происходит, на протяжении нашего с вами курса. Elementary science is problem solving, invention, hands-on stuff. Элементарная наука включает в себя какие-то решения каких-то проблем, изобретения, всякие такие штуки. It's how science is done with a group. Собственно, таким образом делается вся наука, а именно группой. There are very few, if any, scientists that work in isolation. Было очень мало, если вообще были, ученых, которые работали всю жизнь одни. A little background. Небольшой, так сказать, общая информация. There are all kinds of groups. Есть большое количество видов групп. You have at one end the competitive groups. С одной стороны, соревновательные группы. You have perhaps teams, and which one can do the project the best. Например, команды, в которых каждый может сделать проект лучше остальных. Sometimes this is appropriate. Иногда так работает. We will likely be doing this the last day. Скорее всего, мы попробуем этим заняться в последний день. Yeah, collect those wheels. Кэрол напоминает о необходимости собирать эти ваши замечательные колеса от пластиковых бутылок. On the other end of this grouping continuum, Собственно, с другой стороны всего этого разнообразия групп are what we call collaborative groups.
находится то, что мы называем группой сотрудничества, where everybody is working together toward the same goal. Где все работают вместе для достижения общей цели. Cooperative groups are somewhere in the middle. Взаимодействующие группы где-то, собственно, посерединке находятся. Sometimes they're very collaborative. Иногда они такие все дружные, вот как в левом случае. And sometimes not so. А иногда довольно бешеные, как в правом. It depends on the situation Ну, собственно, зависит от ситуации. or the project. Ну, или проекта. There are some experts that I know my Russian colleagues are well aware of. Есть некоторое количество экспертов, которые, как уверяет Кэрол, широко и довольно-таки сильно известны, хорошо известны нашим русским коллегам, то бишь нам, видимо. I'm not going to go into what each one of these does. You'll get that later in your classes. Кэрол не будет объяснять вам, кто чем занимается. Этим вы, собственно, займетесь потом в течение ваших Their классов. names are right there. Вот, собственно, внизу имена. Okay, let's get practical. Перейдем к практике. Children do not come to us as teachers equipped with group skills. Дети не поступают, к сожалению, в школу, снабженные некими умениями работать в группе. The teacher's job is to help them develop those skills. Ну, собственно, работа учителя — помочь им развить эти самые навыки работы в группе. We call the teacher a facilitator. Мы называем учитель катализатором уже, правильно? Понятие между такой но я скажу катализатор. В общем, катализатор, в принципе, по смыслу и вообще очень клево звучит. Катализатор, короче. So, if you are a teacher, where do you begin? Так, если вы учитель, с чего вам начать? Here's some ideas for when you get your very own classroom. Вот несколько идей на то время, когда у вас внезапно появится свой класс. The first one, these are for crowd control, and boy do we need those with 250 students. Первые касаются, скажем так, работы с толпой, и поверьте мне, нам они нужны в вашем случае, когда у вас тут 250 человек. And for the environment, the cafeteria, Ну и, собственно, для среды, такой, например, как столовая. So, the first idea is to put some space between the groups. Первая идея заключается в том, чтобы между группами было хоть какое-никакое пространство. Do you think maybe things would be a little easier in the cafeteria if you weren't all pushed together? Как вы считаете, вам было бы полегче, если бы в столовой вы не были так плотно упакованы? But I think we would need a soccer field. Но если бы это было футбольное поле, то, по-моему, тоже так себе идея. In a classroom, you might put one group in each corner. В классе вы можете посадить по группе в каждый из углов. One group in the middle of the room, Пятую группу посерединке. and another one outside the door, И еще одну за дверь. or wherever. Another thing that we use in inquiry classrooms are students sit in groups at tables, if possible. Довольно важное замечание вот в этом самом исследовательском методе. Довольно важно, чтобы дети сидели за каким-либо столом, за общим столом. That's not always possible. Это не всегда возможно. So we push the desks together. Ну и поэтому мы составляем столы вместе. Another idea that you are actually going to experience today is to create centers or learning areas. Еще одна идейка, которую вы ощутите на себе сегодня, это создание некоторых центров обучения, неких
я не знаю, как это, мест для обучения, центров активности, подсказывает мне Сергей. We will have places set up where you will go to do a particular activity. Собственно, сегодня в столовой будут специально выделенные места, которые будут заточены под определенную деятельность. Or get a particular supply. Или заточены под получение определенной канцелярщины, назовем это так. In the classroom, you might have different areas for different subjects. В классе можно выделить разные места под разные предметы. Perhaps in one area you would have a table with pencils and paper and computers and tablets for writing. Например, в одном месте в вашем замечательном классе стоял бы стол со всяческими письменными принадлежностями, например, ручками, карандашами, ну и в случае особо хорошего бюджета даже и планшетами. In another place you might have a library with lots of children's books and some comfortable chairs or pillows for them to read. В другом месте, возможно, некий такой мини-лаунж с удобными сиденьями, библиотекой и местом для чтения. Okay, Sergey wants to talk. Сергей хочет привести вам пример, насколько все сильно отличается в России от Гавайев. We'll let him. I'll sit down and rest. Значит, ну вот вы находитесь в счастливой позиции, вы не знаете важность той или иной информации, поскольку вам выдают сначала информацию, а потом только вы ее начинаете использовать. А в некоторых случаях самых невыгодных. Только через несколько лет она вам понадобится, когда вы придете в школу. Но я про другое. Я про то, что мы 3 года назад на Гавайях, значит, класс выглядел, ну как, грубо говоря, место вот в супермаркете. У тебя есть, значит, здесь вот овощи, здесь фрукты, здесь напитки, здесь еще что-то. Все вокруг такое вкусное. Если тебе нужно попить, ты подходишь к этой полке, берешь. Если тебе нужно поесть, ты подходишь к этой полке, берешь. В классе, где я работаю, в школе, замечательный совершенно учитель, она мне не разрешает это делать. Там все замечательное, чистенькое, стерильное. Если ты хочешь что-нибудь сделать, тебе нужно вспомнить или там только полезть в свой собственный портфель, где у тебя необходимые тебе вещи. Попить – портфель, значит поесть – портфель, а если портфеля нет, то все. То есть, грубо говоря, для того, чтобы ребенку, ну, проявить там инициативу, реализовать что-то, значит, для того, чтобы ему просто вот фантазию, как бы, да, было чем напитать, нужно, чтобы в классе было вот это все такое вокруг вкусное, как в супермаркете, только вкусное в другом смысле, в учебном, чтобы вот здесь лежали материалы, чтобы здесь были инструменты, а чтобы здесь можно было взять, так сказать, там, ручку там, или еще что-то, ну, если ты там не имеешь там нужного количества карандашей. Везде в классе на Гавайях все, там 3 из 3 стен, потому что 4-я стена это просто открытый выход, там был, извините, там нет двери. Вот. Все стены были полны просто детскими работами. Понимаете? Здесь в классе мне нельзя вывешивать детские работы, потому что они не выглядят так красиво, как напечатанные. Они как курица лапой. Но вспомните про эту мотивацию ребенка, про то, что ему нужно свою самооценку как-то повышать. Вот если учитель не жалеет и повесит детскую работу, пусть несовершенную, у всех на виду, то ребенку этому по жизни потом будет в 1000 раз проще, потому что где-то его оценили. А все так считают, что только курица лапы, понимаете? All right, the last 2 are very simple. Последнее довольно просто. But it's amazing as I go in classrooms across the world where teachers have high bookcases in their classrooms and they can't see over them. Однако же Кэрол шокирует, что где бы в мире она ни была, везде стоят какие-то дико огромные шкафы, через которых ничего не видно. If you're going to manage students, you first of all have to be able to see them.
А если вы хотите иметь какой-никакой контроль над тем, что делают ваши ученики, для начала вам нужно банально их видеть. So no tall file cabinets, no tall bookcases, everything low. Поэтому никаких диких шкафов, стеллажей и всего прочего. Все должно быть маленькое, чтобы дети все видели. And last, as I said, the teacher's job is not only to watch and look and see what is happening. Ну и, собственно, работа учителя заключается не только в том, чтобы сидеть и наблюдать за всем этим, But also not to sit at the desk and correct papers. ну и, собственно, не только в том, чтобы тупо сидеть за столом и исправлять работы. The teacher needs to move around between the groups. Учитель должен постоянно находиться в движении между группами. You saw in the video, Vera was helping, moving around between groups. Вы видели, как на видео преподаватель постоянно сновал между детей, помогал то одному, то другому. I try to do it in our big classroom, but it's a little difficult. Кэрол пытается делать это в нашем мега-классе, но так как он слишком огромен, то возникают некие сложности. The tables are close together. Столы близко, There are lots and lots of students. слишком много учеников. But I have some helpers. Ну, у Кэрол есть помощники. A few more ideas about this grouping stuff. Еще несколько идей, касающихся проблемы работы в группах. Let's talk about the size of the group. Давайте поговорим с вами о размере группы. When you have just 2 people in a group, you get the most interaction. Когда у вас всего 2 человека в группе, вы получаете максимум взаимодействия. One person talking, one person listening. Один говорит, другой слушает. Switch. The other person talking and Внезапная listening. перемена, второй говорит, первый слушает. We find that groups of 2, 3, even 4 are good for problem solving. Группы в размере от 2 до 3, иногда даже до 4, идеально подходят для решения проблем. For big projects like building a house, you need 4, 6, sometimes 8. Для больших проектов, например, постройки вот таких замечательных картонных домов, вам потребуется от 4 до 6, иногда даже до 8 человек. And sometimes you have a group of the whole class. Иногда в роли группы выступает весь ваш класс. I'm not going to give the directions for an activity to each group. Например, было бы глупо объяснять, что нужно делать для каждой группы индивидуально. More likely, I will give the directions to the whole class one time, not 6. Скорее всего, вместо того, чтобы заниматься объяснением 6 раз подряд, Кэрол удобнее сделать это для всего класса одним разом. But then there is that problem. Но, однако же, есть небольшая проблемка. Equipment. А именно снабжение всяческого рода вещами. If you only have 5 tablets, then you'll probably have only 5 groups. Например, если у вас только 5 планшетов, то количество групп автоматически ограничивается 5. We will see some of this today. Сегодня мы увидим плоды этих проблем. We only have, for 250 students, 1 meter stick. Например, на 250 человек у нас есть только эта одна линейка. Okay. Who decides who goes in which group? Теперь займемся тем, кто занимается решением, кто в какую группу идет. In the beginning, it's usually the teacher's decision. В самом начале работы с классом, как правило, учитель решает, кто куда идет. Who should go in the groups? We ask the teacher. Мы спрашиваем учителя, кто, собственно, идет в группы.
Should we put all the more able, the smart kids in one group? Всяких хитрых, умных и прочих в одну группу? Should we put all the children that are having problems in one group? А товарищи, у которых есть проблемы, в другую группу? A dilemma. Дилемма. Inquiry classrooms and dash classrooms promote or encourage heterogeneous grouping. А классы, пользующиеся методикой исследовательского метода, предпочитают группы со смешанным составом участников. The other kind of grouping where all the students are the same is called homogeneous. А вот другие, собственно, называются гомогенными, но мы не будем, в общем, ударяться в терминологию. В общем, вы поняли, есть с разношерстными товарищами, есть со всеми одинаковыми, которые скучно и не работают. Let me share a little research with you. Сейчас Кэрол будет делиться интересными исследовательской информацией. I have a group of 3 students. У Кэрол есть группа из 3 учеников. One very smart, Один очень умный, one not so smart, один далеко не очень умный, and one in the middle. а другой где-то посерединке. If they are learning about something, who learns the most? Если они обучаются чему-то вместе, кто из них обучается больше всего? Raise your hand if you think it is the smartest child. Поднимите руку, если вы думаете, что это который самый умный. Raise your hand if you think it is the middle child. Поднимите руку, если вы думаете, это Average тот парень, child. который посерединке. Raise your hand if you think it is the least able child. Поднимите руки, если вы думаете, что этот парень тот, который не очень умный. Well, sorry. Some of you got it. Usually what happens is Как правило, что происходит, это the most able child is working with the less able child. наиболее способный работает с наименее способным. And the average child is kind of listening, А вот средний сидит и тупо слушает. and he learns the most. И вот он как раз-таки узнает больше всего нового. Kind of interesting. Довольно забавно, да? Okay, we're back to who's going to decide who goes in the group. Итак, кто решает, кто куда идет? In the beginning, again, the teacher decides. Итак, вначале это учитель. For a short-term project, 1 day, 2 days, На краткосрочные проекты, например, там день-два дня, depending on the student's maturity, в зависимости от зрелости учеников, it can be the teacher's choice, or the students can choose their own group. этим могут заниматься сами студенты, ну или все-таки учитель. For long-term projects, Для долгосрочных сложных проектов, a week or more, ну, длительностью неделю или более, probably best if the teacher says who goes in which group. как правило, наиболее продуктивно, чтобы учитель назначал, кто в какую группу попадает. We broke our own rules, didn't we? Мы нарушили наши правила, не так ли? We let you choose your own groups, Мы дали вам самим выбирать группы, but you're adults. I think you can handle it. но вы вроде как взрослые, поэтому должно сработать нормально. So, what do you do if there's a problem? Oh, and there often is. А что же вы делаете в случае проблемы? А как правило, есть проблемы. Do you take Andre and say, you're out of that group, you're going in that group? Вы берете меня за шкирку и говорите, вали из этой группы, иди-ка ты вот в ту? No. If you Yep. want the children to learn, Если вы хотите, чтобы дети учились, we need to work through those problems. нам нужно преодолевать эти самые проблемы. And we'll talk a little about that another time. Об этом тоже поговорим в другой раз.
Two last ideas. Две последних идеи. We tried this with the gong, but it didn't work. Пробовали эту тему с гонгом, той плошечкой, вы помните, ее золотистенькая такая, но что-то как-то не сработало. My aloha works pretty well, Алоха работает, but you need a signal when it is time to change activities. но основная идея в том, что вам нужен какой-либо сигнал, который означает смену типа деятельности. And now I'm going to share my very favorite group experience in my 40-some years of teaching. А сейчас Кэрол будет делиться супер крутым опытом из ее более чем 40-летней учительской карьеры. The school I teach in goes from preschool through up till just before the university, secondary school. Кэрол обучает с дошкольного класса до, собственно, в нашем понимании, старшей школы, до выпускного. I had the kindergarten class. У Кэрол была как раз-таки дошкольная группа. We teach biology in 12th grade. А биологии они учат в 12 классе. We took the 12th grade students who are 17 or so, Они взяли 12-классников, которым это лет по 17, по 18. and my 5 or 6-year-old kindergartners И вот как раз-таки 5-6-летних пацанов из дошкольного класса. on a trip to the ocean А все это дело они запаковали в автобус и повезли в поездку на океан. to look in tide pools. To look in shallow pools of water by the edge of the... Чтобы наблюдать за крайне неглубокими, типа, лужами воды на берегу. It was wonderful. Это было чудесно. The little children are close to the water. Маленькие дети находятся крайне близко к воде. They find all kinds of shells and creatures. Они находят целую кучу ракушечек, существ живых и того рода вещей. That those great big basketball players aren't going to see. А вот эти, которых как раз-таки эти огромные баскетболисты, But those great big basketball... В общем, баскетболисты, как правило, не увидят всех этих маленьких ракушечек. Да. Речь идет о том, что есть прилив и отлив, океан, да, остров. И во время отлива образуются такие небольшие выемки с водой, где остаются живые существа. И вы можете к ним подойти и рассмотреть их. Вот про это и речь. Можно потыкать. The older children learned a lot also. Однако же старшие тоже многому учатся. Not so much about the creatures that we found, Не столько о тех существах, которые мы находим, but about how young children develop and behave. однако же они учат много о том, как себя ведут и что делают маленькие дети. It was a great experience. Это был очень крутой опыт. I'm going to go through the last little bit very quickly, just so you can say you heard it once. В общем, Кэрол крайне в бешеном темпе пройдется по последнему слайду, чтобы у вас было хотя бы какое-то представление о том, что произошло. А потом я задам вопрос в информационной среде. The teacher's job is to plan ahead. Работа учителя в том, чтобы планировать наперед. Get the group sizes and who's in them decided. Продумывать размеры группы и составы групп. Decide where the groups are going to work. Решать, где группы будут работать. Get the materials together. Собирать необходимые материалы. Let me tell you, folks, this is exactly what we spent the whole weekend doing. Вот, собственно, этим-то они и занимались целые выходные. Организационная задача для того, чтобы учить вас 250 человек, она фантастическая.
вообще мало какой учитель может с нею справиться. И вы, работая с классом, все время будете решать какие-то организационные задачи. От вашей успешности как организатора зависит качество педагогического процесса. Не поверите, факт. Let's see. Assigning the group jobs. What every child in the group must have a job. Назначение профессии ученикам. Собственно, у каждого должна быть какая-то роль. We're going to do that today. Сегодня этим будем заниматься. And then plan not only learning objectives, but also grouping objectives. А также планировать не только задания для учебы, но и, собственно, задания для работы в группах. And you know, who always gets stuck with the writing in the group? И кто, как правило, занимается всей писаниной в группе? The girl with the pretty writing, right? Девочка с хорошим почерком. Give it to the boy with the ugly writing, ladies. Дайте эту работу парням с отвратительным почерком. Thank you for volunteering. Кэрол благодарит меня за содействие. Okay, when kids start out in groups, these are some things that they need to learn to do. Когда дети начинают работать в группе, это те немногие вещи, которых For the youngest, just staying with your group is a big deal. собственно, это правила, которых они должны придерживаться. Например, для самых маленьких оставаться со своей группой. This is one that we can practice. Это то, в чем нам с вами нужно практиковаться. Using our quiet voices. А именно говорить тихо. Moving without noise. Двигаться бесшумно. That's a joke. Это была шутка, если что. Participate in the group activities. This becomes very important. Is everybody in your group participating? Собственно, участие в групповой работе это довольно важно, потому что все ли в вашей группе, собственно, участвуют в процессе? Whew. Well, get on their case. Собственно, займитесь делом. Encouraging others that are trying to do something. Ну вот, например, вдохновляйте тех, кто чем-то занимается. Сподвигайте на это дело. And respect for other people. И уважайте остальных. All of these are things, except maybe the first one, that we can try to do today. Все эти вещи, пожалуй, кроме первого, это те вещи, которых давайте все-таки будем сегодня придерживаться. Teachers need to teach these skills. Remember we said that? Учителя должны развивать эти навыки. There's got to be a reason for doing it. Однако же на это должна быть причина. Is there a reason for staying with your group or using a quiet voice? Есть ли какая-то причина на то, чтобы оставаться с твоей группой или тихо говорить? Do the children or do you understand what we mean by that skill? Понимают ли дети или вы то, что мы имеем в виду, когда мы говорим об этих навыках? A quiet voice is a voice that only your group can hear, not the whole room. Например, тихий голос — это тот голос, который может слышать только ваша команда, а не весь зал. We have to practice these things. В этом нам нужна практика. But we must do it when we really need to do it, not make up some silly little game about it. Однако мы должны заниматься этим только тогда, когда действительно это нам нужно, а не просто придумать какие-то тупые игры. And then we have to decide, did we do a good job? Потом нам нужно понять, справились мы с этим или нет. Probably not, so we have to keep trying. Пожалуй, нет, поэтому продолжаем стараться.
I'll remind you again, during the lesson, the teacher's job is to move around, look, and help. Кэрол напоминает, что во время работы с классом, во время урока, основная ваша задача — это постоянно наблюдать, постоянно двигаться и постоянно помогать, собственно, учащимся. And after the lesson, did we get the job done? And did we meet our group expectation? Ну и, собственно, после урока нужно удостовериться в том, достигли ли мы цели и совпали ли наши ожидания от работы с группой и с действительностью. I'm skipping this next slide. It's fun, but now it'll be fast. Uh-oh. All right. One of the components that we have were songs. Один из инструментов, которые у нас были, это песенка. Да? Помните, да, с этим компасом. We also have sayings Также у нас есть поговорки, that we use with the students. которые, собственно, мы используем с учащимися. These won't sound so good in Russian probably, but they По-русски, короче, скорее всего, не прокатит, но на английском все очень даже здорово. but the meaning is important. Но главное — это значение. So, about the group. No one of us in the group is as smart as the whole group together. Эта поговорка касается группы. Никто из нас не важен так, как важны мы все. Умен, точнее, да. Ну, вы поняли. Никто, ну, типа, я не знаю. Нет, мудрецов я не слышал. Я, видимо, не образованный, в общем. Короче, никто из нас не умен так, как все мы. Так вот нормально вообще. It's shorter in English. Ну, да. The next one is, nobody is good at everything, but everybody's good at something. Никто не будет хорош во всем, но кто-то будет хорош в чем-то. Точнее, все будут хороши в чем-то. Next, you have the right to ask for help, but you also have the duty to help others. У вас есть право просить помощь, но также у вас есть обязанность помогать. And Carol's favorite, И любимая Кэрол. everybody cleans up. Все убирают за собой. We'll talk about using puppets and conflict later. Мы поговорим об использовании, видимо, кукол, да, позже. При возникновении конфликтов, при их решении, собственно, заниматься мы этим будем позже. Don't forget your socks. Не забудьте свои носки. У вас будут куклы-носки, боже, это так круто. How do you know when there's success? В общем, теперь, откуда вы знаете, что типа успех? The group has agreed on a plan. Первая группа согласилась над той идеей, над тем способом, с помощью которого она будет работать. Everybody is comfortable and safe participating. Всем удобно и комфортно заниматься тем, чем они занимаются. The writing is shared. Писанину поделили между собой. And they are listening to each other. И, собственно, они слушают друг друга. Конец. I'm done.